А так как мне бумаги не хватило, я на твоем пишу черновике. Ров-те-дот. Конечно, эти слова из поэмы «Без героя» Анны Андреевны Ахматовой не имеют прямого отношения к нашей с вами теме. И тем не менее, я как-то всегда их вспоминаю, когда думаю о тех листах в еврейских средневековых рукописях, которые тоже не имеют прямого отношения к их основному тексту. Ведь рукопись продолжала жить и была в какой-то степени тоже черновиком для дальнейших записей. Эти записи могли быть связаны с основным текстом, могли быть вообще не связаны. Но они для нас очень важны, потому что это исторические документы, которые рассказывают нам и о дальнейшем бытовании конкретно этой рукописи, и вообще о жизни евреев в средние века, а дальше и в новое время. Вот, например, посвящение на иврите «хагдашот». Это тексты, наиболее приближенные к моменту завершения рукописи. Как правило, их писали сами писцы. Понятно же, что богатая, дорогая рукопись Библии не могла переписываться просто так. Ее или кто-то заказывал, или к концу этой работы появлялся человек, который готов был ее приобрести. Вот именно этим людям, заказчикам, и писались первые посвящения. Давайте посмотрим с вами самый известный в истории еврейской средневековой книги текст еврейского посвящения. Текст такой. «Ани, Шмуэль бен Яаков, катавти, венакадити, умасарти, зе хамицхав, лихвот рабана меворах хакохен, бен Йосеф, Хаядуа бен Аздат, Евархегу Хай. Я, Шмуэль, сын Иакова, переписал, вокализовал и снабдил массорой эту рукопись в честь законоучителя нашего Мевораха Хакогана, сына Иосифа, которого все знают под именем Аздат. Да будет благословен он к жизни». А вот записи другого типа. Посмотрите, пожалуйста, прямо под колофоном небольшой текст. «Меэт хашем идбарех шеалетив векиньян каспи укнитив зеликман одернам. Беат шней талер». И подпись нового владельца Александр бен Рабби Ицхак Хакоген. Речь здесь идет о том, что вообще-то все имущество принадлежит Господу, и от Него, от Его благословенного имени, и происходит все, что связано с приобретением этого имущества или с его хранением. Поэтому это все, конечно, Господня, но тем не менее отмечается, что сегодня эту книгу у такого-то человека ее новый хозяин приобрел. И приобрел он ее за 2 талера. И, кстати говоря, довольно редко мы можем увидеть конкретную цену того или иного манускрипта. Талеры появились в 1519 году. И пусть это будет нашей нижней границей владельческой записи. Сумма эта была совсем не маленькая. Например, мы знаем, что большой дом, но с крышей, крытой соломой, в первой половине XVI века стоил 7 талеров. Вот, сравнивайте книгу на бумаге написанную и дом, в котором семья может жить. Как правило, писались такие владельческие записи на первом или последнем листе самой книги. Это очень важно, чтобы запись была именно вместе с самим предметом, чтобы отречься от нее было невозможно. Ну а вот другой тип записей – это так называемые семейные записи. Они могли фиксировать какие-то части семейной истории. Как правило, это рождение или смерть, или свадьба, или время обрезания ребенка.
Давайте посмотрим. Вот в этой чудесной итальянской рукописи у нас как раз записи, связанные с рождением. Вот первая запись. Здесь отмечено, что у владельца рукописи, очевидно, родился сын Моше в 1503 году, в месяце феврале. Здесь отмечено рождение другого сына в 1513 году. А здесь вот, например, ниже, уже под чертой, он начал фиксировать рождение внуков. Материал был достаточно дорогой. Пергамент в первую очередь, но и бумага тоже. И если в тетради оставались в конце чистые листы, то в некоторых случаях их обрезали, а во многих часто их просто оставляли вот для такого типа записей. Как бы листы, как памятки. В этой же итальянской рукописи 1391 года ее переписчик записал чьи-то впечатления о землетрясении в 1329 году. Помимо того, что это действительно очень важное историческое свидетельство, он еще и прекрасно написанный документ на высоком красивом иврите. Хавиот хамартев да леда накшан. Хаяй мекашкеш бетохан кепа амон. Бочки в погребе, бочки с вином, естественно, одна об другую стукались, и вино в них шумело, подобно колоколу. Кстати говоря, хочу сказать, что вот эта первая строчка «Да леда накшан» совсем непростая. Это цитата из очень важного места в Библии на арамейском языке. Это как раз пир Вальтасара знаменитый. И когда у него от страха колени задрожали и стали биться друг от друга, вот оттуда он взял вот эти строки, чтобы подчеркнуть трагизм и силу этого момента. Но были и записи, конечно, совсем другого типа. Я бы их вообще назвал антизаписи. Я имею в виду следы католической цензуры в еврейских книгах. В XVI веке появилось решение католической церкви о том, что все еврейские книги, находящиеся на руках у евреев-владельцев, должны пройти цензуру. То есть цензор должен был вымарать, в прямом смысле этого слова, зачеркнуть, вырезать, соскрести тоненьким ножичком любые слова, которые могли так или иначе порочить христианскую веру. И была составлена такая книга, она называлась «Книга очищения» Сефер Хазикук, в которой точно было написано, в какой из еврейских книг что должно быть вымарато. То есть в каждом городе был назначен определенный цензор, который подписывал каждую книгу и еще и ставил год со своей подписью, как правило. И что самое интересное, что если еврей переезжал в другой город внутри Италии, то старый цензор отменялся, и в новом городе он опять должен был идти в цензурный комитет и опять получить разрешение. Поэтому часто мы можем видеть книги, в которых вот несколько дат и несколько подписей цензора. Это книга «Принципов веры» Иосефа Альбо, которая была напечатана в Санчино в 1485 году. Ну вот смотрите, здесь отдельные слова, части предложений просто вымараны черными чернилами. А в конце, под колофоном, здесь есть и подпись цензора. Это довольно известный персонаж, отец Луиджи из Болонии. И вот он подписал эту книгу в 1601 году. Действительно известный был цензор, и много книг сохранилось с его подписью. А вот в этой вот рукописи здесь два цензора и две даты.
Вот здесь есть дата 1621 год, если я не ошибаюсь. Вот здесь есть дата 1628 год. Не все цензоры были добросовестными ребятами, и не все уделяли действительно серьезное внимание рукописям. Некоторые, в общем-то, ничего не вымарывали, а просто подписывали рукопись с разрешением к использованию в конце. Если в книге нет цензорских записей, то, скорее всего, она просто была не в Италии. Но бывает и так, что цензорских записей в книге нет, а вымаранные слова есть. Вероятнее всего, так выглядела самоцензура. Это знаменитая молитва «Алену лешабеах», которую, собственно говоря, произносить надо каждый день. В ней вымараны совершенно конкретные места. Вот я хочу вам показать, как выглядит эта молитва сегодня, где ничего не вымарано. Это, кстати, каталонский молитвенник. И понять, что, собственно говоря, имелось в виду. «Шехем миштахавим лехевель варик, умитпалелим эль ло йошия». Ибо они поклоняются суете и тщете и молятся божеству, которое не спасает. Вот эти слова на всякий случай сами евреи, как правило, вычеркивали, потому что они были красной тряпкой для христианского населения. Такая постоянная вот эта скрытая дискуссия о том, чей Бог сильнее или чья вера правее. Остался еще один вид владельческих записей. Это так называемые книжные списки. Но сегодня о них мы говорить не будем. Им будет посвящена наша следующая серия.